Здорово, этот проект не выдался у меня очень качественным. Я знаю, какие ошибки я совершил при его создании, и я постараюсь их исправить в последующих проектах. У меня уже есть заготовка для следующего сериала. Он будет небольшим, но это не имеет сути, он должен получиться прикольным. Я на это надеюсь. Также повторюсь, мне нужны люди на озвучку. Ссылка на мою личку будет в описании. Буду рад помощи. Произведение написано ради того, чтобы вы обратили больше внимания на мировое устройство. Я никого ни к чему не побуждаю и сам не планирую ничего такого, что есть в этом произведении. Никого не хотел обидеть или оскорбить. Вчера я вернулся из бара напившись. Ночью пришла мысль. Я ее записал. Заснул. Наступило утро. И сейчас же в моей голове созревает план. Раньше были похожие мысли, но они не доформулировались. Теперь ко мне пришла полноценная идея. Я хочу получить власть. Нет, не в пределах группировки или синдиката, а в пределах страны. Ресурсов для этого маловато, но это вопрос времени. Для начала нужно получить деньги, позже заручиться поддержкой людей, потом создать армию и далее получить уже свое государство. Получить страну можно благодаря, первое, военному захвату, второе, с помощью революции, что далеко не ушло от первого, третье, признание меня народом, но это слишком долго и неэффективно, четвертое, найти территорию слабую, либо не занятую властью, и там, насильственным или полунасильственным путем создать страну. Пожалуй, стоит использовать первые два варианта. Сначала создать армию, а потом совершить революцию, на которую часть населения страны согласится, поскольку жизнь у них ниже средней. Денег для этого немного нужно, относительно. Значит, мне нужны деньги. Желательно, чтобы на постоянной основе у меня было миллионов 10, а еще около 10 миллионов свободными. Но у меня есть только 600 тысяч. Это намного меньше необходимого. Конечно, я могу попросить пару друзей дать денег, только эта сумма вырастет до 1 миллиона. А нужно в 20 раз больше. Можно, конечно, продать дом и квартиру, но скорее что-то одно, и получить с этого еще 3-4 миллиона. Либо продолжать копить, и тогда через 5 лет у меня будет около 6 миллионов. Еще можно инвестировать эти 600 тысяч и получать доход, но он будет нестабилен. А с продажи дома можно открыть бизнес миллиона на 2. Так, пожалуй, и сделаю. За 5 лет я накопил 5 миллионов 400 тысяч. Также прибыль от инвестиций составила 3 миллиона 200 тысяч, а от бизнеса 6 миллионов. Ну и от суммы за продажу дома осталось 1 миллион 200 тысяч. Итого 15 миллионов 800 тысяч налички. И это уже вполне хватает на начальные действия. Но лучше подстраховаться и замутить еще 2 завода и магазин. За еще один прошедший год ежемесячный доход составил 2,5 миллиона. А также рубеж в 20 миллионов был пройден. За 6 лет у меня появилось 3 финансовых партнера, которые могут одолжить по 10 миллионов. Как ни странно, но сегодня 28 июля, и сегодня мне исполняется 28 лет. И сегодня начинается второй и третий этап по осуществлению моего плана. А именно, получить поддержку людей. Не только простых, но и более весомых. Было решено создать в нескольких городах места призыва. Туда люди приходили по объявлениям о хорошей работе. Из всех пришедших выбирали тех, кто сильно недоволен нынешней властью, и продвигали их. Сначала это была просто работа, потом их постепенно начали обучать пользоваться оружием, огнестрельным и холодным, и дальше становились полноценными военными. А других, кто не попал, зазывали в партию «Встань с колен».
И эта партия за прошедшие 6 лет стала довольно популярной. За нее голосовали 15% населения. Она была на третьем месте по популярности. Все эти успехи воодушевляли, и теперь останавливаться нельзя. С 15 самых больших городов набралось почти 3 миллиона обученных бойцов. Также 15% это 22,5 миллиона человек поддержки партии. Всего этого, конечно, может хватить, но для подстраховки я нанял за границей еще около 1 миллиона бойцов. Продумал пути отступления в другие страны в случае неудачи. Уже приготовил и ход атаки. Первое действие. Выдвижение 3 миллионов войск к столице, но так, чтобы их не заподозрили. Это сложно, но возможно. Потом установка во всех полицейских участках взрывчатки. Далее перекрытие выездов. Второе действие. Взрыв во всех участках и продвижение войск к главному зданию, где находится президент. Уничтожение его охраны и захват президента в заложники. Третье действие. Включение СМИ и прилюдная казнь президента и провозглашение меня правителем этой страны. Четвертое действие. Временный террор населения. Около 2 лет, пока оно не успокоится. А далее правление. Почти все пошло по плану. В итоге я стал правителем этой страны. Теперь я буду устанавливать законы для создания своего довольно справедливого государства. Это смесь монархии и конституции. Отчасти эта система будет утопической. В ней будет смесь социализма, капитализма, либерализма и коммунизма. Все в совокупности должно принести плоды. Реформы будут значительно изменять общество. Первостепенно это изменения в сфере финансов и образования. Необходимо давать детям современное образование и с развитием технологий изменять систему. Насчет рабочих, следует выдавать зарплаты за труд и активные действия, а не за чины. Пенсионеры должны получать достойную пенсию, а не сущие копейки. Инвалиды – пенсию по инвалидности, чтобы ее хватило на обеспечение всем необходимым. Умные люди должны получать прибавку к зарплате. Создателей контента обложить небольшим налогом на 3-5% от дохода, если такое имеется, и официально считать рабочим. Второстепенное – развивать военную и другие виды промышленности. В третью очередь – восстановить дороги, улучшить структуру всех городов, дать работу и жилье бездомным, не давать нарастать определенному городу или двум, отсылать население из густонаселенных городов в более мелкие, не забивать хер на маленькие города. В-четвертых, это наказание за преступления. За некоторые ужесточить срок, за другие уменьшить, за третье расстрел. Все это было и есть достижимо. И я смог построить утопическую на первый взгляд страну. Но раз она существует, то значит она не утопическая, а реальная. Так почему же другим правителям не создать такие же? Почему не прекратить нападки друг на друга, войны? Обычные люди хотят мира. Никто не хочет терять родных и близких. Никто не хочет Третью мировую. Так почему же все к ней идет? Этот вопрос я задаю всему миру. Читатель, рассказ написан не в целях захвата страны. Он создан мной для того, чтобы вы обратили больше внимания на то, как устроен мир и то, сколько в нем всякой херни, которую нужно исправлять. Даже учитывая мою жестокость и ненависть к людям, правительство любой из стран должно понять свои ошибки и то, что простые люди должны жить лучше, а государственные друзья не зажирались, так как оно существует сейчас во многих частях мира. Пока.